Привет всем! Вы на канале Реймон. Сегодня я пришел в землянку, не работать как обычно. Все вы уже догадались по обложке, что сегодня у меня юбилей. Мне исполнилось сегодня 50 лет. Такая серьезная, знаменательная дата. Половину жизни, я надеюсь, что я прожил. Собираюсь прожить еще столько же. Надеюсь, что это удастся. Сегодня я вам покажу, как там поживает поросенок, что у него нового, как он подрастает. На тебе пока кабачок. Хрюнь. Хрюня. Хрюня. Иди сюда. Мне тут предложили его назвать Яшей. Я думаю, может его Яшей звать. Очень прикольное имя. Поросенок Яшка. Ну как он подрос? Уже почти 2 недели прошло. Ну не 2, но уже почти. Сейчас я его кормом покормлю, залезу. Кормлю я еще пока с рук. Он от меня отвыкает за день. Буквально я ухожу на работу, прихожу и подхожу сюда, он начинает убегать, бегать тут от меня. Прям вот он дичает, пока меня нет. Потом с рук покормлю, и все, он становится опять такой послушный, ласковый. Поэтому просто насыпать и уйти этого недостаточно. Надо с ним побольше быть. Сейчас я поставлю лавочку здесь, внутри. Вот так вот. Вот он. Ай, злой какой, злой. Есть хочет, страшно. Это утром у него так постоянно. Прям он хочет кушать. Сейчас буду кормить. Сейчас. На. Злой прямо ужас. Держи. Я вот должен ему показывать постоянно этот корм вот так вот, что он есть в руке. Если я не показываю, он начинает прыгать на меня. Где еда? Понятно, потом я буду сыпать это все в тарелку. Пока я хочу, чтобы он получше ко мне привык. Вот он с утра немножко такой беспокойный, когда голодный прям. А потом как поест, уже все становится практически ручным. Да, не переживай. Покормлю. Не торопись. Как думаете, Яша? Хорошее имя? Мне кажется, хорошее такое, можно сказать, русское имя. Как-то Фунтик, может, что-то такое. Оно тоже классный, Фунтик. Ну, Фунтик подходит, мне кажется, к маленькому поросенку. А он же вырастет. Фунтик будет здоровый кабан такой. А Яша вот как раз и взрослому, и ребенку маленькому будет хорошо. Яша, Яшка, Яшенька.
Можно звать его Яшей. Я по привычке еще иногда Хрюня его зову. Мне кажется, он подрос. Уже немножко больше стал. Вот. Раньше как-то он был вообще маленький. За 2 недели даже подрос. Вот такой корм. Вот. Не торопись, не торопись. Не торопись, никто не забирает у тебя его. Сейчас дадим, сейчас. Не бойся, не бойся. Никто тебя не бросит. Все тебя будут кормить. Не переживай. Господи. Ой ты, ой. Вот. Хоть бы не перестали кормить тебя, да? И вот мне нужно обязательно показывать вот что. Еда есть, она не ушла. Тогда он спокойно жует. А если я руку вот так не поставлю, то он уже начинает скакать прям. Угу. Кушай, Яшенька, кушай. Все, буду кормить, не переживай. Так за ночь проголодался, господи. Поросенок Яшка. Как ты там устроился у себя в будке? Нормально было тебе, не холодно? Яш, будешь еще? Ну вот, уже наелся. Уже ест совсем без энтузиазма. Значит, уже наелся. Хорошо. Давай вылазь, по чесухе сделаю. Давай тебя почешу. Давай почешу. Почесухи бесплатные. Вот так вот. Ушко почешу. Вот так вот. Вот он улыбается, счастливый. Да, брюшко почешу. Вот так. Любит почесухи он вообще.
поест, потом уже все добрый становится. Не чешите его только. Почесухи любит, глазки закрывает и все уже. Вот так вот. Яша уже наелся. Наелся Яшенька. Пузика почешу. Пузика. Пузика почешу. Такие вот лапки, такие у него копытца. Ну так вот хороший, хороший такой. Хороший такой Яшка. Хороший Яшенька. Хороший, хороший, да. Попей водички, иди. Иди попей водички. После корма питки хочется. Сейчас тебе кабачка дам еще и травки тебе нарву. Но он уже привык. Вот я руку ему только суну, он брык сразу. Смотрите. О. Яшка. Любишь ты, чтоб тебе почесухи делали, да? Почесухи, чтоб тебе делали, любишь. Сразу все, уже готов спать. Чешите меня. Ну ты мой Яша. Хороший, хороший Яшенька. Хороший. Не хочешь пить водички, на тебе кабачка. Будешь кабачок? Кидает этот лист. На, смотри. Кабачок будешь? Наелся. Уже даже кабачок не нужен. Ему теперь надо в туалет сходить. Потому что он как покушает, потом в туалет идет. На тебе травки еще сюда. Поперебирай ее. Надо сниматься. Ты же теперь звезда моего канала. Ну, травку любит он, конечно. Все любит.
Виноград я обрываю, а он его любит пожевать. Затаскивает себе в будку, потом лежит там и жует. Короче, ест он все. Все, что можно грызть, жевать и чамкать, все он ест. Всеядный. Это я уже вечером снимаю. Перед сном уже начинает темнеть. Покормил его кормом, давал кабачок, и вот накидал ему веток. И он все равно их еще грызет. Все никак не наестся. Да, свин есть свин. Растет. Пришел я, чтобы здесь прибраться, навести порядки, уже готовиться к осени, к зиме, потому что все это лето я делал здесь обустройство. Теперь уже надо делать обустройство внутри, в землянке, там на террасе. Уже видео будут в таком формате. Обустройство внутри, в землянке. Поэтому надо подготовиться, убраться, ну и приготовить себе тортик, скушать его вместе с вами, друзья мои. Надеюсь, что вы не расстроитесь, что сегодня такой формат. Ну а потом пойду домой праздновать юбилей. Я сегодня пригласил очень много друзей. Все мои друзья приедут ко мне. И мы будем праздновать этот мой юбилей. Ну что, вперед, уборка. Взял щеточку с собой. Сейчас сразу начну с потолка. Смету все с потолка, чтобы ничего нигде не сыпалось. Где-то какая-то паутина залета осталась. Бабочка.
сюда. Можно босиком ходить. Все, в землянке прибрался. Все подмел. Влажную уборку делать не буду. Если бы здесь лаком было покрыто, тогда да. А так, я думаю, что незачем. Я же здесь не живу, а только прихожу по выходным. Поэтому вполне себе, думаю, все в порядке будет. Ну что, сейчас уберу на террасе. Подмету полы, тоже смахну со стенок. Песок со стола. Подмету. Что я забыл взять стекло помыть. Ну ладно, в следующий раз возьму. Потом я эти бревна все распилю на дрова. Здесь ничего не будет. Будут просто сложены дрова и все. Это все уберется. Сюда можно будет потом поставить диванчик этот, который на улице стоит. Сейчас пока еще сухо на улице, можно он пока там будет. А потом, когда начнутся дожди, ближе к снегу, я его перенесу сюда. Будет классное место посидеть. А там оставлю только кресло. Или наоборот, там оставлю диванчик, сюда принесу кресло.
Теперь красиво стало. Как подмел вообще. Супер. Красота. Потом еще подсохнут бревнышки эти. И еще сметутся разок. Будет еще красивее и чище. Здорово. Чистота и уют. Выпекать, понятно, я ничего не буду. Принес с собой вот такие коржи, обычные магазинные. Сделаю крем, пропитаю, посыплю. И вот такой тортик у меня будет. Пока буду делать крем, поговорю с вами, расскажу немножко о себе. И вкусно. Крем у меня будет тоже очень простой. Это сметана и сахарная пудра. Сметана 27%. 25 можно. Я взял такую. Выливаю ее сюда в контейнер. Ну, посуду уже я с собой носить не буду, поэтому контейнеры они легкие. Насыпаю сахарной пудры туда. Половину хватит. Здесь 200 грамм. Наверное, грамм 100 должно хватить. Перемешиваю все тщательно. Попробуем потом на вкус. Посмотрим, что тут по вкусу. Да, я знаю, можно всяких много рецептов. Я открыл YouTube, забил там приготовить торт. И там рецептов просто очень много. Ну, я выбрал себе самый простой, потому что готовить мне здесь негде. Да и особо некогда. Поэтому увидел вот такой способ. Сметана, сахарная пудра, коржи. Смазываем все это дело. И получается такой хороший сметанник, так сказать. Торт. Можно еще добавить. Теперь да. Беру коржи. Промазываю все сметаной. Жидковатая сметана. Это плохо, ребят. Придется половину этой сметаны вылить. Я думал, она будет как крем, но это так не получается. Если бы она, может, была холодная, с холодильника, может быть, она бы как-то получше бы держала объем. Но так она совсем не держит. Растекается и все.
А если я еще сверху положу корж, так оно вообще все вытекет. Да. Что-то я сделал не то. Расскажу вам, ребятки, немножко о себе. Я живу в Беларуси, в небольшом провинциальном городке, недалеко от Минска. Прожил почти всю жизнь здесь, родился в этом городе. Название как бы вам ничего не даст. Я и особо не хочу рассказывать, в каком городе я именно живу. Но это небольшой город, 1100, может чуть меньше, чуть больше. Прожил практически всю жизнь здесь, не считая того, что я жил одно время в Панаме, в Южной Америке, жил в Греции, жил на Украине, кстати, в городе Шостка, почти год. Много где жил, в Санкт-Петербурге жил. Везде так, долго не задерживался, по полгода, по году. И возвращался обратно к себе домой. Здесь у меня семья была. Сейчас дети уже взрослые. С женой вместе мы не живем. Не получилось у нас ничего. Хотя прожили с ней 27 лет практически вместе. Не сложилось что-то у нас. Когда дети повзрослели, все стало по-другому. Природу я люблю очень сильно. С самого детства я не помню, наверное, всегда мое детство проходило в деревне у бабушки. Это я ходил грибы, ягоды. Наверное, как у всех. А дом у меня сейчас находится на окраине города, довольно близко к природе. Лесопарк недалеко у меня от дома. И сюда мне от дома тоже не так уж и далеко. Наверное, километров, может, 9-10, не больше. Поэтому даже пешком я иногда сюда прихожу. Поэтому вот такие у меня, вот такая моя жизнь. Занимаюсь я ремонтом автомобилей. Не просто я ремонтирую, я восстанавливаю битый автомобиль. Я беру разбитый автомобиль, полностью его равняю, шпаклюю, крашу и отдаю хозяину. Это мое занятие. А это у меня хобби. Понятно, что это не может быть чем-то таким, чем можно зарабатывать деньги. Хотя YouTube, по идее, должен платить, но сейчас вы знаете, что из-за санкций никто нам не платит. И те страны, которые не под санкциями и смотрят мой канал, их очень мало, этих людей. Выходят очень маленькие деньги, там просто копейки. Самое большое у меня было $100 в месяц с канала. Поэтому как бы с этого дохода никакого нет. Надеюсь, что, возможно, когда-то я стану довольно популярным блогером, и меня будут смотреть еще кто-то. И, например, как походный оптимист стал, или лесные ребята. Может, и у меня когда-то будет столько зрителей. Надеюсь на это. Возраст, конечно, уже дает о себе знать. Сил уже столько нету, как у молодых. И тяжело мне дается все это. Особенно
все, что связано с электроникой, с программами, установками. Ну, я же делаю все сам, монтирую, снимаю, выкладываю, YouTube, все это сам. Поэтому мне довольно трудно. Все это я долго делаю, не так, как молодежь, которая очень быстро. Когда приезжают мои дети и мне помогает сын, он делает все очень быстро, а я так не умею. Мне приходится возиться довольно долго со всеми этими работами. Поэтому возраст, конечно, дает о себе знать. Хотя 50 лет это еще как бы довольно молодой мужчина, как я считаю. И по внешнему виду я не скажу, что я сильно старый. Единственное, что седина, конечно, я весь седой. Ну, а так чувствую себя, в принципе, неплохо еще. Не стариком. Поэтому и собираюсь еще прожить лет 50 хотя бы. Вот такие дела. Рассказал немножко о себе. Совсем подробности все выкладывать не буду. Пускай остается это загадкой. Ну, если что-то вам будет интересно очень сильно, вы пишите, я расскажу. Ну, думаю, что вам больше интереснее смотреть, а не слушать меня. Жанр «а поговорить» у меня так себе развит. Чтобы сказать, что я прям люблю говорить, я не знаю, особо не замечал за собой, чтобы я болтал много. Ну, бывает. Если тему какую-то интересную затрагивают, тогда да. Тогда могу и поговорить. Ну вот такой тортик у меня получился. Никогда не делал торты. Не представлял себе, как это делать. Ну, как получился, такой получился. Думаю, что вкусно будет точно. Если сладко, значит вкусно. Так. Я придумал, как его есть. Можно вот так кусочек брать и макать туда, в этот крем. Будет, я думаю, очень вкусно. Попробуем. Нету времени у меня ждать, пока он пропитается. Будем пропитывать его таким образом. Тут коржи уже пропитаны чем-то. Как будто каким-то ликером или, не знаю, коньяком каким-то. Вкус прикольный очень. Вполне себе можно кушать. А когда вот так макаешь, вообще классно. Вы, наверное, будете поздравлять меня там, писать в комментариях поздравления. Для меня будет лучшее поздравление, это если вы все подпишетесь, поставите лайк, ну и будете продолжать смотреть меня. А я буду стараться радовать вас какими-то новыми
поездками, путешествиями, постройками здесь. У меня есть еще планы. Надо будет здесь загородить по низу более густой такой решетку сделать, чтобы поросенок не мог пролезть. Здесь доделать. Приходить с ним сюда, выпускать его здесь, он будет здесь гулять. У него будет большая площадка. А я буду этим временем заниматься какими-то там делами в землянке. А водить его буду на поводке. Поэтому он будет расти, меняться. Вы будете наблюдать за этим. Думаю, будет довольно интересный контент. Поэтому продолжайте смотреть, пишите комментарии. Я рад всегда читать их. Я практически общаюсь с вами в прямом эфире, когда вы сразу смотрите видео. Я стараюсь сразу же отвечать на комментарии. Это практически прямой эфир. Вы можете написать что-то, прям задать вопрос. Я вам отвечу сразу же. Хочу, ребята, вас сразу всех поблагодарить за ваши поздравления. Я уверен, что вы будете меня поздравлять. Поэтому прямо сейчас в видео хочу поблагодарить вас за поздравления. Всем спасибо. Очень приятно, что вы у меня есть. И надеюсь, вам приятно, что я у вас есть. Будем видеться с вами уже в следующих видео. Как я уже сказал, думаю, что буду вас радовать. Ну а на этом буду прощаться с вами. Всем пока.